Глава 1551. Черная вуаль. Хань Ли улыбнулся, убрав свои летающие мечи и черную гору. Затем он взмахнул рукавом, и вперед вырвался шар золотого света, превратившись в маленького леопардового зверя, приземлившегося на землю в нескольких футах перед ним. Это был никто иной, как его леопардовый кирин. Существа огненной яньской расы сначала дрогнули при виде этого зверя, но все они резко вздохнули, обратив на него свое духовное чутье. От чрезвычайно мощной ауры, исходившей от тела этого маленького зверя, даже у верховной жрицы по спине пробежала дрожь. «Иди и убей всех черных ракшасов», — кратко проинструктировал Хань Ли. Услышав это, в глазах леопардового кирина появился свирепый взгляд, и его тело покачнулось, выпустив 8 одинаковых проекций, и все они сразу же устремились из дворца. Эти чудовищные проекции просто расплылись, прежде чем снова появиться в нескольких сотнях футов от них, а после еще одной они полностью исчезли из виду. Скорость, с которой они двигались, была поистине поразительной. Женщина вскоре вернула прежнее выражение на лице, но потрясение в ее сердце все еще сохранялось. У нее тут же возникла мысль, и она внезапно достала талисман, быстро указав на него несколько раз, напевая что-то. Из талисмана сразу же вспыхнул духовный свет, и пятицветный световой барьер за пределами дворца мгновенно исчез. Раз я здесь обо все позаботился, я пошел отдыхать. Не беспокойтесь об этом духовном зверю, он вернется ко мне после того, как все враги будут уничтожены, спокойно сказал Хань Ли. Прежде чем существа огненной яньской расы смогли снова выразить ему свою благодарность, лазурный свет вырвался из его тела, и он вылетел из дворца в виде полоски лазурного света, мгновенно исчезнув вдали. Существа огненной яньской расы были предоставлены сами себе с выражением благоговения в глазах. Спустя долгое время одно из змеиных существ в белых одеждах вздохнуло с облегчением и сказал: «Слава богу, вы убедили этого мистера Ханя остаться, верховная жрица. В противном случае вся наша раса, скорее всего, была бы уничтожена». В самом деле, мы все были весьма озадачены решением верховной жрицы отдать божественную таблетку постороннему, но теперь я вижу, что мы были слишком недальновидны, кивнул другой жрец в белом. Однако, услышав эти слова похвалы, на лице женщины появилась кривая улыбка. «Вы двое слишком высокого мнения обо мне. Я отдала божественную таблетку, потому что не было другой альтернативы, и, к счастью, мой последний бросок кубиков привел к благоприятному исходу. Небеса благословили нас, что мы обнаружили кого-то столь могущественного, как господин Хань. Чжуэр, как ты думаешь, господин Хань сравнится с твоим мастером?» Жрица повернулась к дочери с серьезным выражением лица. Байчжуэр слегка нахмурилась, услышав это, и только после короткой паузы она нерешительно ответила: «Мой мастер принадлежит к высшей расе 5-го ранга, но даже если бы она была здесь лично, скорее всего, это ей было бы гораздо труднее убить этих двух монарших черных ракшасов». Ответ молодой женщины был довольно двусмысленным, но смысл ее слов был очевиден, и женщина кивнула в ответ. Однако, услышав это, на лицах жрецов в белых одеждах появилось своеобразное выражение, и один из них пробормотал: «Может быть, мистер Хань – могущественное существо высшей расы. В таком случае, даже самое могущественное существо в соседнем регионе, обычная серебряная акула, ему не соперник, может быть». Обычная серебряная акула является существом стадии пространственного закаливания, и искусство культивации, так же как и сокровища, чрезвычайно важны при решении исхода битв, поэтому было бы несправедливо проводить о таких сравнениях, ответила женщина. Все змеиные существа в белых одеждах задумчиво кивнули от ее слов и замолчали. Через некоторое время кто-то наконец нарушил тишину. Как долго мастер Хань планирует оставаться на острове огненных облаков? Есть ли у него намерение навсегда поселиться здесь? Женщина почувствовала, что жрец пытается спросить, и сразу же покачала головой со словами: «Я не уверена, но он, скорее всего, уйдет не сразу. Стоит сказать, что это очень маловероятно, что он предпочтет остаться на нашем острове навсегда. Кто-то с уровнем сил старшего Ханя наверняка не пожелал бы ограничиться таким маленьким островом, как наш». Другие змеиные существа в белых одеждах нахмурились, услышав это, и весь дворец снова замолчал. «Хорошо, мы обсудим эти вопросы в другой раз. Битва снаружи еще не завершилась. Несмотря на то, что два монарших черных ракшасы были убиты, там все еще могут быть другие высокоранговые существа черных ракшас. Духовный зверь Ханя действительно довольно силен, но мы не можем просто позволить ему сделать всю работу за нас, поэтому давайте присоединимся к битве и за его пределами. Чем раньше мы сможем избавиться от всех черных ракшасов, тем меньше жертв будет у нас», внезапно проинструктировала женщина. Все змеиные существа в белых одеждах немедленно поклонились и покорно кивнули от ее слов. Таким образом, все 6 вылетели из дворца и бросились к местам, где битва была наиболее напряженной.
Вскоре после этого Хань Ли вернулся в свою деревянную хижину и снова активировал ограничение, а затем сел на деревянную кровать, скрестив ноги. Затем на его лице появилось задумчивое выражение. Два самых могущественных монарших черных ракшасы уже были убиты, так что леопардового Кирина будет более чем достаточно, чтобы позаботиться об остальной части битвы. Таким образом, он уже отплатил за таблетку, которую дала ему женщина. Все, что ему нужно было сделать сейчас, это отдохнуть и восстановиться около полугода, чтобы он смог вернуться к своему пиковому состоянию. От этих мыслей на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Однако ему в голову тут же пришла другая мысль, и он резко перевернул руку. Во вспышке черного света на его руке появилась тонкая вуаль. Это было не что иное, как одно из сокровищ, которые он забрал с останков монарших черных ракшас. Хань Ли уставился на вуаль в руке, и на его лице появилось заинтригованное выражение. Это была тонкая черная вуаль, довольно гладкая и мягкая на ощупь, а также производила довольно прохладное ощущение. Просто отрегулировав ориентацию завесы под светом, Хань Ли смог увидеть на ее поверхности слабые черные руны, что явно указывало на то, что это было необычным сокровищем. Осмотрев завесу некоторое время, Хань Ли протянул к ней палец, и на кончике его пальца вспыхнул лазурный свет, вводя в вуаль огромное количество чистой духовной силы. Затем он щелкнул запястьем, и черная вуаль поднялась в воздух, превратившись в кусок полупрозрачного материала размером около 10 футов. Хань Ли осмотрел предмет, прищурившись, а затем наложил на него печать заклинания. Печать заклинания мгновенно исчезла в черной вуале, после чего та спустилась к Хань Ли и полностью скрыла его тело. Затем произошла удивительная сцена. В тот момент, когда вуаль опустилась на тело Хань Ли, он внезапно стал довольно расплывчатым и нечетким и полностью исчез через несколько мгновений. Удивление мелькнуло на лице Хань Ли, глядя на свои руки, а затем взглянул на свое скрытое тело. Сразу после этого в его глазах внезапно вспыхнул синий свет, который становился только ярче и ярче. Несколько мгновений спустя на его лице появилась легкая улыбка. Как и ожидалось, он не смог бы видеть сквозь эту маскирующую способность, если не активировал способность своих глаз духовного прозрения на полную мощность. Эти два существа черных ракшас предположительно использовали эти сокровища, чтобы проникнуть во дворец. Имея это в виду, Хань Ли выпустил струю духовного чутья и попытался пробить ею завесу. Однако, как только его духовное чутье соприкоснулось с черной завесой, он почувствовал, словно она упала в обширное пространство иллюзорного тумана, что сделало совершенно невозможным прохождение через завесу. Оказалось, что это сокровище было причиной его неспособности идентифицировать уровни культивации двух монарших ракшас. Немного подумав, он внезапно схватился за угол черной вуали и наложил печать заклинания. Черный свет вспыхнул из-под вуали и внезапно исчез в его мантии. Затем Хань Ли использовал свое духовное чутье, чтобы несколько раз оценить свое тело, после чего на его лице появилось довольное выражение. Эта черная вуаль действительно была великолепным сокровищем, поскольку обладала образцовой способностью к сокрытию. Фактически, она уступала только талисману невидимости высшего зенита. Талисман невидимости высшего зенита действительно обладал экстраординарными способностями к маскировке, но у него также было много ограничений. Он не только сильно ограничивал его скорость, но и сокровища и навыки культивации, которые он мог использовать с активированным талисманом, также были значительно ограничены. Напротив, черная вуаль была немного хуже с точки зрения способности к маскировке, но не имела ни одного из вышеупомянутых недостатков. Более того, ее способность к маскировке становилась тем сильнее, чем сильнее был его пользователь. Если бы не тот факт, что два монарших черных ракшасы обладали куда более низкими уровнями культивации, чем он не смог бы их увидеть. Хань Ли еще некоторое время экспериментировал с черной вуалью, а затем убрал ее. После этого Хань Ли закрыл глаза и начал заниматься безмолвной культивацией. С золотым светом от его тела и золотым ореолом над его головой появилась сидящая золотая проекция. Хань Ли оставался совершенно неподвижным, и несколько дней пролетели мгновенно. За это время женщина лично принесла к его порогу партию редких духовных лекарств и высокоранговых духовных камней. В тот раз Хань Ли не открыл дверь поприветствовать ее. Вместо этого он просто попросил ее поставить лекарства и духовные камни за дверью, ясно показывая, что он не собирался развлекать гостей в предстоящий период времени. Женщина, естественно, не осмелилась выразить какое-либо недовольство по этому поводу и, оставив предметы у двери, поспешно ушла. Только тогда Хань Ли заставил зверя плачущей души отнести предметы в комнату. Во время этого процесса он не вставал с постели и не открывал глаза ни разу. В мгновение ока пролетело несколько месяцев. В течение этого времени ни один из высших чинов огненной яньской расы не осмеливался снова беспокоить Хань Ли. В этот день Хань Ли внезапно открыл глаза, а затем рот, выпустив шар серебряного пламени.
Серебряное пламя немедленно превратилось в серебряного огненного ворона размером с кулак. Это был никто иной, как поглотивший небесное пламя дух. Хань Ли посмотрел на огненного ворона, и в его глазах промелькнула тень удивления. На первый взгляд, внешний вид птицы, казалось, совсем не изменился. Направив к ней свое духовное чутье, он обнаружил, что внутри ее тела что-то появилось. В его глазах вспыхнул синий свет, и он, наконец, смог определить, что это за штука. В серебряном пламени появилась серия едва заметных золотых нитей. Эти золотые нити появились только после того, как его ворон полностью очистил так называемый восстанавливающийся зловещий духовный свет. Скорее всего, между этим была прямая связь. После краткого размышления Хань Ли сделал печать заклинания, а затем указал пальцем на серебряного огненного ворона перед собой. Огненный ворон немедленно расправил крылья и начал кружить в воздухе над Хань Ли. Сразу после этого огненный ворон открыл пасть и выпустил тонкую золотую и серебряную нить. Нить в мгновение наткнулась на ограничение, которое установил Хань Ли, и белый световой барьер слегка задрожал, а затем тонкая нить смогла беспрепятственно пройти сквозь него. Глава 1552. Облачный пространственный кристалл. После еще одной вспышки тонкая нить снова прошла через световой барьер, не встречая никаких препятствий. Затем огненный ворон снова выплюнул изо рта тонкую нить, на этот раз нацелив ее на деревянный стул в комнате. От того, что произошло дальше, сердце Хань Ли задрожало. После того, как тонкая нить коснулась деревянного стула, тот мгновенно обуглился и превратился в пепел. Эта золотая и серебряная нить действительно была чрезвычайно токсичной. Хань Ли выдохнул и сделал печать заклинания рукой, в результате чего серебряный огненный ворон полетел к нему и исчез в его теле во вспышке яркого света. Затем Хань Ли закрыл глаза и вошел в состояние медитации. Однако в следующее мгновение он внезапно снова открыл глаза с серьезным выражением на лице. В этот момент снаружи раздался голос. Младшая Цин Ся пришла отдать свое почтение господину Ханю. «Могу ли я иметь честь попросить аудиенции у вас, господин Хань?» Это был незнакомый женский голос, несущий в себе неотразимый вид. Цин Ся. Хань Ли был несколько озадачен. Он был уверен, что впервые слышит это имя. Помня об этом, Хань Ли высвободил свое духовное чутье, и оно прошло через барьер белого света, тем самым позволив ему подбирать сцены за пределами деревянной хижины. Там он обнаружил женщину лет 25 в лазурном роскошном платье. Она была необычайно красива, а ее аура сочилась неописуемой благодатью. Хань Ли направил к ней свое духовное чутье и обнаружил, что эта молодая женщина была на средней стадии божественной трансформации. После короткой паузы он медленно спросил: «Кто ты?» «Ты не из огненной янской расы и не являешься существом с острова Огненного облака, не так ли?» «Откуда ты знаешь, что я здесь?» «Я мастер Байджуэр из огненной янской расы. Я слышала, что огненная янская раса в серьезной опасности, поэтому пришла сюда предложить им свою помощь, но я слышала, что вы уже спасли всех. Моя ученица сказала мне, что вы невероятно могущественны и являетесь старшим из 3 великих высших рас, поэтому я решила нанести вас визит в надежде, что я, возможно, смогу чему-то научиться», серьезно сказала женщина с почтительной улыбкой на лице. «Ты мастер той маленькой девочки. Хорошо, я все равно собирался выйти из уединения в ближайшие несколько дней, и у меня также есть несколько вопросов к тебе. Раз ты сама нанесла мне визит, похоже, что у меня нет выбора, кроме встречи с тобой», усмехнулся Хань Ли. Прежде чем Цин Ся успела что-то сказать, белый световой барьер вокруг деревянной хижины внезапно рассеялся, сразу после чего деревянная дверь открылась сама собой. Женщина, немного помедлив, спокойно вошла в комнату. Войдя в комнату и увидев Хань Ли, в ее глазах мелькнула тень удивления. Было совершенно очевидно, что молодая внешность Хань Ли стала для нее большим сюрпризом. Однако уважительное выражение сразу же появилось на ее лице после того, как она направила свое духовное чутье на Хань Ли, и она сделала реверанс, сказав: «Вы действительно являетесь существом 3 великих высших рас. Похоже, я не ошиблась, приехав сюда. Твой уровень культивации тоже не повод для насмешек, госпожа. Присаживайся», — спокойно сказал Хань Ли, осматривая женщину со сверкающим синим светом в глазах. Цин Ся выразила свою благодарность и села на деревянный стул у кровати. «Ты используешь искусство культивации элемента ветра, не так ли?» Внезапно спросил Хан Ли. Его вопрос немедленно вызвал удивление на лице женщины. «Как вы узнали, старший? Может быть, мы встречались раньше?» Спросила Цин Ся. «Это не так. Просто ваши движения довольно легкие и изящные, а аура твоих сокровищ принадлежит элементу ветра, поэтому я пришел к выводу, что ты культивируешь подобную технику», спокойно объяснил Хань Ли. Ответ Хань Ли был довольно беспечным, но женщина была весьма ошеломлена.
Определить уровень культивации с первого взгляда было несложно, но было совершенно необычно, что он мог даже идентифицировать элемент сокровищ, спрятанных в ее теле. С этими мыслями выражение лица Цинсяо стало еще более уважительным, и она почтительно сказала: «Ваша мудрость действительно не имеет себе равных, старший. Я действительно в основном использую искусство культивации элемента ветра. Я слышала от Чуэр, что вы культиватор мечей, и что вы не из наших островов огненных кораллов. Старший, могу я спросить, вы с громового континента или, возможно, из другого соседнего региона?» Услышав это, Хань Ли улыбнулся и ответил: «Я не с громового континента и не откуда-то». Цинсяо слегка нахмурились от его слов, но внезапно ей пришла в голову мысль, и она воскликнула: «Значит, вы с другого континента, старший?» «Ты действительно умный человек, фея Цин», — с улыбкой ответил Хань Ли. Сердце Цинсяо содрогнулось от шока, услышав признание Хань Ли. Только спустя долгое время шок на ее лице исчез, и она, выдохнув, сказала: «Тот факт, что вы смогли попасть сюда с другого континента, является свидетельством ваших способностей, старший. Неудивительно, что вы смогли убить этих двух монарших черных ракшасов с такой легкостью. Однако большинство старших людей с других континентов, путешествующих на наш громовой континент, не посещают наши острова огненных кораллов, так что вы первый культиватор с другого континента, посетивший этот регион за последние 10 тысяч лет. Хе-хе, твои слова для меня большая честь. Однако я должен кое-что прояснить. Я никогда не собирался приезжать сюда, и я оказался в этом месте только в результате несчастного случая», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой. «Независимо от того, как вы получили здесь, это бесспорно, что вы обладаете чрезвычайными полномочиями, старший. Я столкнулась с проблемами в моей культивации и хотела попросить вас дать мне несколько указаний», — с улыбкой сказала Цинсяо. «Я бы не осмелился утверждать, что смогу тебе помочь с твоими проблемами, но мы, безусловно, сможем обмениваться знаниями друг с другом», — ответил Хань Ли, спокойно кивнув. Цинсяо пришла в восторг от его слов и сразу же выразила свою благодарность. Она, естественно, знала, что, хотя Хань Ли говорил об этом, как если бы это был честный обмен, она была единственной, кто извлек бы из этого гораздо больше выгоды из-за огромного несоответствия между их уровнями культивации. Таким образом, женщина начала расспрашивать Хань Ли о культивации. Несмотря на то, что техники культивации, которые они использовали, сильно различались, были общие проблемы, с которыми подавляющее большинство культиваторов сталкивались на определенных этапах своей культивации. Хань Ли тоже не пытался ничего скрыть. Внимательно выслушав поднятые ею вопросы, он действительно дал ей несколько полезных инструкций. Несмотря на то, что он мало говорил, он все равно был культиватором стадии пространственного закаливания, поэтому его руководство, несомненно, было чрезвычайно полезным для Цинсяо. Таким образом, она была в восторге и сосредоточенно слушала его с горящими глазами. Конечно, во время этого процесса женщина также раскрыла некоторые из своих секретов культивации, и некоторые из этих аспектов также в некоторой степени помогли Хань Ли. За разговором прошло полдня. После того, как Хань Ли ответил на последние вопросы женщины, она закрыла глаза и долго молча обрабатывала его ответ, а затем внезапно открыла глаза. После она поднялась на ноги и с благодарностью поклонилась Хань Ли, сказав: «Спасибо за ваше руководство, старший. Ваши советы спасли меня, по крайней мере, от нескольких десятилетий трудной культивации». «Пустяки. Я просто отвечал на твои вопросы. Кроме того, я бы также хотел задать тебе пару вопросов. Так что это будет своего рода обмен», — спокойно ответил Хань Ли. «Пожалуйста, задавайте мне любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, и я обязательно отвечу на них в меру своих возможностей, старший», — без колебаний заявила Цинсяо. «У меня нет особо сложных вопросов. Я просто хотела спросить вас, есть ли поблизости какие-нибудь транспортные формации на большие расстояния, которые могли бы телепортировать меня на другой континент», — серьезно сказал Хань Ли. «Транспортные формации. Вы пытаетесь вернуться на свой континент, старший?» Цинсяо сразу же догадалась о намерениях Хань Ли. «Верно. Я почти полностью излечился от травм и не собираюсь оставаться здесь надолго. Согласно моему опыту, телепортация на большие расстояния должна существовать во всех местах, где обитает большое количество культиваторов», — сказал Хань Ли, ответила кивком. Услышав это, на лице Цинсяо появилась кривая улыбка. «Это действительно правда, старший, но мне придется вас разочаровать». «Что? Здесь нет транспортных формаций?» Услышав это, в сердце Хань Ли появилось разочарование. «Если бы вы пришли сюда несколько тысяч лет назад, то на островах огненных кораллов в то время существовала транспортная формация, которая вела бы прямо на громовой континент. Но много лет назад высокоранговые культиваторы вместе с самой формацией были уничтожены морским зверем. Если вы не уверены в своих способностях полететь прямо на громовой континент, боюсь, что из этого региона моря практически невозможно выбраться. Полагаю, именно поэтому раса черных ракшасов смогла проявить себя в такой безрассудной манере и внезапно напасть на расу Наг», — вздохнула Цинсяо.
Хань Ли долго молчал, а затем спросил с мрачным выражением на лице, нет ли способа восстановить телепортацию. Если бы у нас было достаточно материалов, то, безусловно, можно было бы восстановить формацию, ответил Цин Ся. А, судя по твоим словам, главное предостережение — это невозможность собрать достаточно материалов. Спросил Хань Ли, приподняв бровь. У него было много видов редких материалов, так что в его сердце еще теплилась надежда. Мы собрали большую часть необходимых материалов, но основным ядром, обеспечивающим функцию телепортации, является кусок облачного пространственного кристалла, а этот материал чрезвычайно редок. Есть только несколько шахт, которые производят такой материал на громовом континенте, а найти его здесь невозможно, пояснила женщина. Облачный пространственный кристалл. Внезапно Хань Ли нахмурился от ее слов. Он впервые слышал такое название. Однако это было не так уж и удивительно. В конце концов, транспортные формации были чрезвычайно сложными, и на каждом континенте, скорее всего, была своя техника их создания, что требовало использования разных материалов. Как только лицо Хань Ли снова помрачнело, Цин Ся внезапно сказал что-то, что вселило в него новую надежду. Глава 1553. Остров Голубого озера. Что? Ты говоришь, что облачный пространственный кристалл был поглощен этим гигантским морским зверем, и что чудовище бродит по соседней области? Хань Ли не поверил ее словам. Все верно. Гигантский зверь поглотил большую часть транспортной формации, включая облачный пространственный кристалл, и сразу же после этого покинул этот регион моря. Однако кто-то снова обнаружил этого зверя более 100 лет назад в глубокой части моря на юге. В тот раз он был обнаружен дюжиной существ высшей расы, но только 2 из них удалось спастись, в то время как остальные все погибли. В течение следующих нескольких десятилетий после этого мы организовали множество охотничьих отрядов, чтобы попытаться убить этого зверя, чтобы восстановить нашу транспортную формацию, но этот зверь не только был чрезвычайно мощным, но и в равной степени обладал интеллектом и силой. Когда вокруг было слишком много людей, он скрывался глубоко в море, отказываясь показать себя, и атаковал только отставших или небольшие группы охотников. Таким образом, многие культиваторы погибли во время наших попыток убить зверя, и все безуспешно, покорно вздохнула Цин Ся. Какие способности этого зверя делают его таким трудным противником? Спросил Хань Ли со странным выражением лица. Вообще говоря, независимо от того, насколько могущественным было морское чудовище, его неизбежно убили бы, если бы за ним охотилась группа культиваторов. Мы не смогли определить, к какому виду относится этот зверь, но похоже, что это мутировавший морской зверь. Издалека он кажется огромным китом, но он может увеличиваться или уменьшаться по своему усмотрению, и он способен применение техники водяного передвижения, которая позволяет ему чрезвычайно быстро перемещаться в море. Даже в тех немногих случаях, когда нам удавалось загнать зверя в ужасную ситуацию, он мог с легкостью сбежать после применения этой техники, тем самым заставляя все наши предыдущие усилия пропадать даром. Вдобавок ко всему, морской зверь чрезвычайно жесток и свиреп. За исключением культиватора серебряная акула, который является самым сильным культиватором этого региона, никто не осмелится столкнуться с ним в одиночку, сказала молодая женщина, нахмурив брови. При этом восторг на лице Хань Ли тоже исчез. Оказалось, что все будет не так просто, как он представлял. Однако затем на его лице появилось скептическое выражение, и он спросил, разве облачный пространственный кристалл в теле морского зверя мог остаться в нем на столько лет? Разве он не был бы усовершенствован или поглощен? Будьте уверены, старший облачный пространственный кристалл обладает пространственными способностями, поэтому уничтожить его может только атака с пространственными способностями. Этот морской зверь обладает разнообразным набором сил и способностей, но не обладает пространственными способностями. Это все, что нам удалось установить после стольких лет охоты на него, уверенно ответила Цин Ся. Хань Ли кивнул в ответ и глубоко задумался. Госпожа Цин, ты знаешь, в каких суровых условиях обычно появляется это морское чудовище? Спросил Хань Ли. Вы собираетесь убить этого зверя, старший Хань? Спросила женщина с серьезным выражением на лице. Верно. Полет на громовой континент для меня маловероятен. Даже если я буду лететь без отдыха, это займет у меня большую часть года, и если я не стану значительно сильнее, чем сейчас, скорее всего, я погибну во время путешествия, учитывая все опасности, которые существуют глубоко в океане. Однако, если я хочу вернуться на континент, откуда я родом, у меня нет другого выбора, кроме как посетить громовой континент, поскольку это ближайший к нам континент. Только там я смогу найти транспортную формацию, способную телепортировать людей между континентами, размышлял Хань Ли, гладя себя по подбородку. Если бы мы смогли восстановить транспортную формацию в этом регионе,
это было бы действительно очень полезно для всех нас. В этом районе моря есть несколько приличных духовных вен, но ресурсов для развития катастрофически не хватает, и многие люди достигли узких мест, и у них нет возможности дальше культивировать. Еще через несколько тысячелетий все ресурсы для культивации в этой области, скорее всего, будут полностью исчерпаны. Если вы собираетесь выследить этого зверя, то как насчет того, чтобы объединить усилия с нами, старший? Предложила женщина с улыбкой. Затем она на мгновение остановилась и продолжила. По правде говоря, я покинула свою пещерную резиденцию по этому поводу, чтобы навестить культиватора серебряную акулу на его острове, поскольку он пытался организовать еще одну охоту, чтобы убить этого морского зверя. Я хотела навестить вас с намерением пригласить вас пойти с нами, старший. Если так мы сможем отремонтировать транспортную формацию, то, конечно, я не прочь поработать со всеми вами, с улыбкой ответил Ханли. Будьте уверены, старший, у нас есть все другие материалы, а также способные мастера формации, которые могут восстановить ее. Все, что нам не хватает, это облачный пространственный кристалл, сказала Цинся с восторженным выражением лица. Приятно слышать, Ханли кивнул в ответ. С вашей помощью у нас есть хорошие шансы на успех на этот раз. Культиватор Серебряная акула попросил всех через 4 месяца собраться на острове Голубого озера, расположенном на юге, и оттуда охотничий отряд отправится на поиски этого морского зверя. Если вы действительно хотите присоединиться к нам, вам просто нужно явиться в назначенный день с этим талисманом к Серебряной акуле. Цинся перевернула руку, достав мерцающий серебряный талисман. Ханли принял от нее талисман и мельком взглянул на него. Значок был блестящего серебристого оттенка, как если бы он был выкован из чистого серебра, а на его поверхности был изображен большой символ акула. С равнодушным выражением на лице Ханли убрал талисман. Цинся была вне себя от радости, увидев, что Ханли так быстро согласился присоединиться к их охотничьей группе, и, поболтав еще какое-то время с ним, покинула его хижину, почтительно поклонившись. Как только она улетела прочь, вокруг хижины снова появился белый световой барьер, и в это же время дверь в нее медленно захлопнулась. Примерно через 2 месяца у подножия небольшой горы раздался протяжный, непрекращающийся крик. Почти все существа огненной яньской расы на острове услышали этот крик, и все они повернулись в том направлении с выражением недоумения на лицах. Верховная жрица что-то обсуждала во дворце с некоторыми высокоранговыми змеиными существами, и, услышав этот звук, немедленно вышла из дворца. Она стояла на площади и смотрела на небольшую гору со странным выражением лица. Несколько мгновений спустя долгий крик внезапно прекратился, после чего в небо вырвалась полоска лазурного света. Полоска света во мгновение достигла чрезвычайно большой высоты, а затем полетела к краю острова. Вскоре после этого серебряная полоса света появилась над поверхностью океана в нескольких сотнях километров от острова Огненного облака, направляясь в южном направлении без какой-либо паузы или задержки. Ханли летел в этой полоске света, размышляя, что он собирался делать дальше. Если бы он смог объединиться с охотничьим отрядом и убить морского зверя, это, естественно, было бы идеальным исходом. После получения облачного пространственного кристалла он сможет отправиться на Громовой континент, оттуда вернуться на континент Тянь-Юань. Если им не удастся убить зверя, ему придется подождать в этой области, пока не возникнут новые возможности или снова выследить морского зверя в будущем. В любом случае, у него было большое количество духовных напитков, а также этот маленький зеленый пузырек, и их было достаточно, чтобы поддерживать его культивацию в течение длительного времени. Стоит сказать, что прошло много времени с тех пор, как Ханли покинул территорию человеческой расы, и ему было интересно, в каком состоянии человечество находится в настоящее время. Началась ли война с чужеземными расами? Продолжал ли процветать город высшего неба? Он пробыл в этом городе недолго, но он определенно не хотел, чтобы человечество было уничтожено. На самом деле, главная причина, по которой он хотел вернуться на территорию человеческой расы, заключалась в том, что он беспокоился о том, что Наньгун Ван вскоре может вознестись в мир духов. По его оценкам, потребуется совсем немного времени, прежде чем Наньгун Ван сможет вознестись в мир духов через пространственный узел, но он, очевидно, не мог надежно предвидеть будущее. Возможно, Наньгун Ван могла столкнуться с какой-то чудесной возможностью, которая привела ее на стадию божественной трансформации, и, возможно, она уже вознеслась в мир духов. С его нынешним уровнем культивации и способностями он был достаточно силен, чтобы самостоятельно защитить Наньгун Ван на человеческих территориях. Даже такой спокойный и стойкий, как Ханли, не мог противостоять своим сентиментальным чувствам при мысли о своей любимой жене. Однако ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы отбросить эти мысли и снова сосредоточиться на поставленной задаче. К большому удивлению Ханли, это путешествие прошло довольно гладко. Он убил несколько наглых демонических птиц, которые осмелились напасть на него по пути, но не встретил ни одного морского зверя. Таким образом, через месяц он, наконец, прибыл в незнакомый район моря.
Когда он несся по воздуху, его духовное чутье осматривало местность внизу. Судя по карте, он должен был быть недалеко от так называемого острова Голубого озера. Однако поблизости не было островов. Хань Ли посчитал это довольно странным, но, пролетев вперед еще несколько километров, его выражение лица внезапно изменилось, и он резко изменил направление, одновременно ускоряясь. Таким образом, он вскоре улетел в странный район моря. Погода там изменилась в мгновение ока, и над океаном пошел снег. Бесчисленные белые снежинки уносились порывами морозного ветра, поражая тело леденящим кровь ощущением. Что было еще более странно, так это то, что океан внизу не подавал никаких признаков замерзания, несмотря на морозную погоду. Вместо этого казалось, что с поверхности океана поднимается горячий пар. Горячий и холодный воздух соединились и переплелись в своеобразное явление, создав огромное пространство тумана над океаном. Пролетев какое-то время сквозь ветер и снег, Хань Ли внезапно сделал хватательное движение вниз, чтобы втянуть поток морской воды в свои руки, но обнаружил, что он очень горячий. Хань Ли приподнял бровь, глядя на туман вдалеке, который с течением времени становился только плотнее, но просто продолжал лететь вперед, не останавливаясь. Пока Хань Ли продвигался вперед, ветер и снег в воздухе над головой стали еще более морозными, но море пузырилось и взбивалось, как будто оно достигло точки кипения. Однако Хань Ли просто проигнорировал эти странные сцены и продолжил свой полет. Пролетев несколько десятков километров, туман внезапно рассеялся впереди, и Хань Ли встретил вид полупрозрачного ледяного острова. Метель здесь уже утихла, но температура воздуха упала еще больше. Морская вода здесь даже замерзла, образуя тонкий слой льда, что резко контрастировало с кипящей морской водой, которую совсем недавно видел Хань Ли. Хань Ли не стал долго обдумывать этот вопрос, а просто полетел прямо к ледяному острову. Издалека он мог сказать, что это довольно большой остров, в несколько раз больше, чем остров Огненных облаков. Этот остров, скорее всего, был островом Голубого озера, отмеченным на карте. С нынешней скоростью Хань Ли он, естественно, смог достичь края острова в мгновение ока. Однако, прежде чем он полетел на остров, из глубины острова внезапно раздался громовой рев. Хань Ли резко изменился в лице, услышав этот угрожающий рев, и вся кровь в его теле начала бурлить. Глава 1554. Чудовищный мотылек. На лице Хань Ли появилось озадаченное выражение, и он резко остановился. Затем он немедленно сделал печать заклинания руками, и его тело вспыхнуло золотым светом от активации своего первозданного истинного дьявольского искусства. Поступая так, он смог насильственно подавить бурлящую кровь, но прежде, чем его физическое состояние полностью вернулось к норме, она почувствовала жжение на спине, словно ее обжигали на открытом огне. Хань Ли нахмурился и немедленно снял верхнюю половину своей мантии, обнажив верхнюю часть тела. Затем он поднял руку, и шар золотого света вырвался вперед, превратившись в мерцающее золотое зеркало. Зеркало сделало круг в воздухе и появилось перед Хань Ли, сверкая духовным светом на поверхности. В результате Хань Ли мог видеть то, что происходило у него на спине. Из изображения в зеркале Хань Ли обнаружил, что на его спине появились 4 чрезвычайно четких и ярких изображения, похожих на татуировки. Там был яркий радужный феникс, массивная лазурная птица, золотой дракон с 5 когтями и пятицветный павлин. Это были не что иное, как проявление 4 типов истинной духовной крови, которые Хань Ли слил с собственным телом. В этот момент эти 4 изображения не только мерцали духовным светом, но и двигались как живые. Если бы не тот факт, что сила его первозданного истинного дьявольского искусства подавляла их, казалось, что 4 типа истинной духовной крови могли вылететь из его тела. Хань Ли, естественно, очень удивился, увидев это. Он уже использовал 12 пробуждающих трансформаций, чтобы полностью очистить 4 типа истинной духовной крови. Так как же это могло произойти? Более того, все это было вызвано ничем иным, как громовым ревом. Мысли Хань Ли быстро метались, но прежде, чем он успел что-то понять, издалека раздался еще один громовой рев. Изображения на спине вспыхнули ярким духовным светом, и они начали метаться еще более яростно, словно пытались найти какой-то путь, по которому они могли бы покинуть его тело. Хань Ли холодно хмыкнул, сделав печать заклинания руками, и его тело вспыхнуло более интенсивным золотым духовным светом, в результате чего изображения на спине перестали двигаться. Хань Ли глубоко вздохнул и махнул рукой в воздухе, после чего маленькое золотое зеркало взорвалось с глухим стуком, а затем растворилось в пятнышках золотого света. Тем временем Хань Ли превратился в полоску лазурного света и полетел вглубь ледяного острова, направляясь прямо в том направлении, откуда разразился громовой рев. Этот тревожный рев смог нарушить спокойствие истинной духовной крови, которую он уже усовершенствовал в своем теле, поэтому он определенно не мог оставить эту тайну неразрешенной. Его решению отправиться дальше на остров также способствовало то, что он стал могущественным до такой степени, что практически никакие существа ниже стадии интеграции тела не могли представлять для него существенную угрозу.
Будь он на стадии божественной трансформации, он, скорее всего, колебался бы гораздо больше. После нескольких вспышек полоска лазурного света исчезла вдалеке. Источник рёва, казалось, находился поблизости, но, преодолев более 20 километров, Хань Ли все еще не достиг его. Кроме того, сам этот ледяной остров тоже был довольно странным. Казалось, что он был окутан каким-то естественным магнитным полем, которое значительно мешало духовному чутью, тем самым ограничивая радиус его обнаружения менее чем 10 километров. Однако, пролетев еще немного, выражение лица Хань Ли внезапно немного изменилось, и он резко остановился. Спустя несколько мгновений в небе впереди вспыхнул духовный свет, и к нему устремились около 8 полосок разных цветов. Хань Ли прищурился, пытаясь лучше разглядеть то, что приближалось к нему, и от увиденного его сердце невольно содрогнулось. Полосы света, летящие в его направлении, представляли собой группу культиваторов стадии зарождающейся души. Они летели на самой быстрой скорости с испуганными выражениями на лицах, что указывало на то, что, казалось, за ними охотилось что-то чрезвычайно устрашающее. Хань Ли бросил взгляд вдаль за этой группой убегающих культиваторов, но ничего не увидел. Нахмурившись, он как раз собирался крикнуть этим людям, когда издалека раздался еще один громовой рев. Один за другим гремел рев, и вслед за этим произошел удивительный поворот событий. Рев звучал в быстрой последовательности, а духовный свет вокруг тел культиваторов зарождающейся души неуверенно мерцал, а их кожа внезапно приобрела ярко-красный цвет. Сразу после этого прозвучало несколько леденящих кровь криков, и физические тела и души этих культиваторов одновременно взорвались, превратившись в облака красного тумана, а затем растворились в ничто. При виде этого выражения лица Хань Ли стало мрачным. Прямо в этот момент впереди снова вспыхнул духовный свет, и еще 2 полоски света устремились к нему. Хань Ли сфокусировал взгляд на этих 2 полосках света, и в его глазах промелькнула тень удивления. В одной из этих полос света была женщина в роскошном платье. Это была никто иная, как Цин Ся. Ее спутницей была молодая женщина в черном платье, которая не уступала ей по красоте. Однако у обеих на лицах было выражение ужаса, и их кожа также сильно покраснела от ряда громких ревов. К счастью для них, они смогли поддерживать слой духовного света вокруг своих тел, и им удалось предотвратить судьбу, которая настигла предыдущих культиваторов. Это было очевидно, потому что обе эти женщины были культиваторами на средней стадии божественной трансформации, и их превосходная база культивации по сравнению с другими была ключом к их выживанию. Несмотря на это, обе они явно были сильно ослаблены и летели значительно медленнее, чем в противном случае были бы способны. Хань Ли приподнял бровь и уже собирался подлететь к ним, как вдруг резко изменился в лице, а его зрачки резко сузились. Позади 2 женщин, в нескольких километрах от них, появилась темно-серая тень размером в несколько тысяч футов и летела прямо к ним. Громовой рев доносился от этого гигантского существа, и даже несмотря на то, что Хань Ли активировал свое первозданное истинное дьявольское искусство, он все еще чувствовал, как 4 типа истинной духовной крови пытаются вырваться из его тела. Даже Хань Ли пострадала от этих устрашающих рыков, поэтому было совершенно ясно, что эти 2 женщины пострадали еще сильнее, учитывая, что они обладали гораздо более низким уровнем культивации и были намного ближе к серой тени вдалеке. Когда гигантское существо начало приближаться, 2 женщины замедлились еще больше, и это выглядело так, как если бы они летели через невидимое препятствие, оказывающее огромную силу сопротивления. Таким образом, массивная серая тень смогла быстро сократить разрыв между собой и своими жертвами, и женщинам не оставалось ничего другого, кроме как развернуться и начать серию атак. В руках Цин Ся внезапно появился большой лук, и она выпустила костяную стрелу. Затем стрела разлетелась на бесчисленное количество стрел, вызвав дождь из стрел, обрушившийся на врага, как проливной ливень. Тем временем ее спутница подняла руку, выпустив несколько полосок белого света, и все они превратились в белых молниеносных змеев, устремившихся к серой тени. Атаки 2 женщин быстро приблизились к серой тени, но прежде, чем они смогли приблизиться к ее массивному телу, внезапно прокатилась волна невидимых колебаний, заставившая все стрелы и молнии взорваться на месте. Серая тень воспользовалась этой возможностью, чтобы снова приблизиться к 2 женщинам, и после нескольких вспышек она оказалась всего в полукилометре от них. Обе женщины мгновенно побледнели. Учитывая их уровни культивации, если эта серая тень приблизится, их также постигнет судьба самодетонации перед лицом ее разрушительного рева. В панике Цин Ся, увидев Хань Ли, закричала: «Мистер Хань, спасите нас!». Цин Ся сочла Хань Ли своим спасителем, и ее спутница слегка дрогнула, увидев выражение ее лица. Затем она также поспешно взглянула на Хань Ли и увидела вспышку пронзительного синего света, вспыхнувшую в его глазах. Хань Ли активировал свои глаза духовного прозрения и пристально смотрел на серую тень вдали с серьезным выражением лица. Используя способность своих глаз духовного прозрения, он смог идентифицировать массивное существо как летающего гигантского мотылька. Размах крыльев существа простирался более чем на 1000 футов, и у него было 2 головы, одна на верхней части тела, а другая — в нижней.
Его верхняя часть была похожа на голову пушистого льва с парой зеленых глаз, и именно эта голова издавала громоподобный рев. Между тем, его нижняя часть головы принадлежала гигантскому питону, и глаза на этой голове были плотно закрыты, но он беспорядочно щелкал своим раздвоенным змеиным языком. Что это за штука? Я никогда не слышал ни о чем подобном. Даже с огромным богатством знаний и опыта Хань Ли, он все еще не мог подавить волнение при виде этого грозного зверя. К счастью, демоническая сила, исходящая от тела зверя, не была слишком мощной, и, похоже, это было существо на поздней стадии пространственного закаливания. Как только раздался призыв о помощи Цинсяо, Хань Ли взмахнул двумя рукавами, выпустив 72 маленьких лазурных меча. Затем мечи превратились в 72 лазурных нити, которые полетели по воздуху к гигантскому мотыльку. Цинсяо пригласила его сюда, и они много разговаривали друг с другом в прошлом, поэтому он, естественно, не собирался бросать ее в такой ужасной ситуации. Недавно усовершенствованные летающие мечи Хань Ли были намного быстрее, чем когда-либо, и они достигли гигантского серого мотылька в мгновение ока, а затем пронзили его тело, как молния. Огромный мотылек явно не ожидал, что атаки Хань Ли достигнут его так быстро, и у него не было времени принять какие-либо защитные меры, пока лазурные нити с легкостью не проткнули его тело. Серая тень тут же дрогнула, и тревожный рев также внезапно прекратился. Сразу после этого лазурные нити обернулись вокруг тела гигантского мотылька, быстро разрезая его на тысячи кусочков. Однако Хань Ли нисколько не обрадовался своей легкой победе. Вместо этого он прищурился с настороженным выражением в лице. Только что спасенные от верной смерти Цинсяо и женщина в черном были в восторге. Рев огромного мотылька только что оборвался, освободив их от его сдерживающей силы, и они немедленно воспользовались этой возможностью, со всей силой полетев к Хань Ли. В то же время Цинсяо крикнула издалека: «Будь осторожен, старший Хань. Кажется, у этого существа бессмертное тело, которое нельзя убить обычными сокровищами». Бессмертное тело. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся. Прямо в этот момент бесчисленные части тела гигантского мотылька внезапно сошлись, и во вспышке серого света оно мгновенно вернулось в свою первоначальную форму. Хань Ли слегка изменился в лице при виде этого, и все его летающие мечи снова превратились в лазурные нити по его велению, а затем устремились к гигантскому мотыльку. Однако массивное существо испустило громовой рев ярости и в то же время взмахнуло крыльями, выпустив невидимые колебания. Волны разрастались во всех направлениях, мгновенно сметая все приближающиеся лазурные нити. Лазурные нити вздрогнули в унисон, вернувшись в форму меча, а затем взорвались шарами лазурного света в быстрой последовательности. Глава 1555. Напряженная битва. Хань Ли не знал, что это за способность этих невидимых колебаний, но даже его лазурные облачные бамбуковые мечи были совершенно не способны противостоять ей. Цинсяо и ее спутница снова побледнели при виде этого. В этот момент они увеличили расстояние между собой и гигантским мотыльком лишь на небольшое расстояние, так что, если бы он снова издал свой рев, они все равно оказались бы в ужасной ситуации. Однако Хань Ли оставался совершенно спокойным при виде уничтоженных его летающих мечей. Вместо этого он холодно хмыкнул и быстро скрепил руки, а затем указал пальцем вперед. В следующий момент произошла удивительная сцена. Бесчисленные осколки летающих лазурных мечей внезапно начали издавать громкий жужжащий звук, вращаясь вокруг массивного мотылька. Затем фрагменты соединились вместе, снова превратившись в 72 лазурных летающих меча, и две женщины были поражены чувством дежавю, увидев, как эти мечи снова разрезали гигантского мотылька на бесчисленное количество частей. Хань Ли, естественно, только что высвободил способность нематериальной формы своих летающих мечей, и две женщины были действительно ошеломлены. Тем не менее, они быстро пришли в себя и еще быстрее подлетели к Хань Ли, остановившись рядом с ним. «Спасибо за спасение наших жизней, старший. Однако этот монстр слишком силен. Мы должны бежать, пока еще можем», — настойчиво сказала Цинсяо. «Вы двое можете делать, что хотите. Меня этот зверь очень заинтересовал, поэтому я хочу посмотреть, смогу ли я убить его», — спокойно ответил Хань Ли. «Старший, мы не знаем, откуда взялся этот зверь, но он необычайно силен. Даже культиватор Серебряная Акула погиб от его рук. Я думаю, что лучше сначала отступить и разработать стратегию, а затем вернуться и попытаться поохотиться на него». Женщина в черном также явно придерживалась мнения, что временное отступление было лучшим вариантом. Несмотря на то, что Хань Ли только что продемонстрировал способности своих мощных летающих мечей, две женщины все еще не думали, что он действительно сможет победить чудовищного мотылька. «Будьте уверены. Даже если я не смогу победить его, для меня не будет проблемой сбежать и спастись», — Хань Ли покачал головой с легкой улыбкой на лице. В этот момент вдали вспыхнул серый свет, и тело гигантского мотылька снова вернулось к своей первоначальной форме.
Однако чудовище пришло в ярость, будучи убитым дважды подряд, и начало реветь и бешено размахивать крыльями. Раздался оглушительный грохот, похожий на раскат грома, и от его тела вспыхнула серия духовных колебаний, неистово разрастающихся во всех направлениях. Все летающие мечи разлетелись на еще более мелкие части, чем раньше. Тем не менее, массивный мотылёк извлек урок из прошлого раза и продолжала яростно махать крыльями без всякой передышки. Мотылька сдерживали летающие мечи, поэтому он не мог приблизиться к Ханьли, но от его рева Цинся и ее спутница снова покраснели, как будто их кровь собиралась вырваться из их тел. Напротив, Ханьли просто нахмурил брови и активировал свое первозданное дьявольское искусство в несколько большей степени, тем самым позволив ему предотвратить эти негативные эффекты. Затем он увидел ужасное состояние двух женщин, и его рука вырвалась вперед со скоростью молнии, протягивая к ним ладонь. Его рука вспыхнула золотым светом, и два золотых столпа света мгновенно растворились в их телах. Две женщины сразу почувствовали, как бурлящая кровь в их телах в значительной степени утихла, а их покрасневшая кожа также вернулась к более нормальному цвету. Обе они сразу же вдохнули с облегчением, поблагодарив Ханьли за его помощь. Рев этого зверя весьма своеобразен и может воздействовать на довольно обширную территорию, так что вам двоим лучше убраться отсюда, сказал Ханьли, снисходительно махнув рукой. Он видел, что пространство в пределах области радиусом более 10 тысяч футов вокруг гигантского мотылька непрерывно искривлялось и деформировалось, создавая ощущение, будто он оценивает огромную иллюзию. Ханьли задумался, было ли это результатом рыка монстра или невидимой ряби, исходящей от его хлопающих крыльев. Обе женщины уже окаменели от разрушительного рева монстра, поэтому они и сами намеревались бежать с места происшествия. Они попытались убедить Ханьли уйти с ними в последний раз, но снова получили отказ. Таким образом, им не оставалось ничего другого, кроме как уважительно поклониться и лететь прочь отсюда. Они летели почти 100 километров, пока не достигли моря за пределами границ Ледяного острова. Только там полностью стихло чудовищное рычание мотылька. Обе женщины остановились в воздухе и обернулись назад с затяжным страхом в глазах. Женщина в черном собралась с силами и спросила: «Сестра Цин, это тот мистер Хань, о котором ты говорила в прошлый раз?» «Верно. Господин Хань обладает тем же уровнем культивации, что и культиватор Серебряная Акула, но он, кажется, намного более могущественен», кивнув, ответила Цинся. «Каким бы могущественным он ни был, он не может сравниться с этим монстром. Даже культиватор Серебряная Акула и его духовное чудовище Серебряная Акула, работая вместе, смогли продержаться всего несколько раундов, а затем были убиты этим змеиной головой этого чудовища. Она даже страшнее, чем ее верхняя часть головы. Решение старшего Ханя вступить с ней в бой действительно совершенно неразумно», вздохнула женщина в черном. «Не обязательно. Похоже, что мистер Хань может оставаться совершенно невредимым перед лицом рыка мотылька, поэтому у него должна быть какая-то мощная защитная способность. Кроме того, тот факт, что он так уверен в себе, указывает на то, что он, по крайней мере, сможет сбежать от этой штуки, даже если не сможет ее победить. Давайте пока подождем здесь исхода битвы. В худшем случае нам просто нужно собрать всех верховных жрецов и создать несколько мощных формаций для борьбы с этим зверем». Цинся была вполне уверена в способностях Ханьли и уже думала о будущем. «Перед лицом такого могущественного монстра мы можем полагаться только на силу заклинаний. В противном случае, сколько бы людей мы ни собрали, все они просто падут от этого проклятого рёва. К счастью, эта штука появилась здесь довольно рано, иначе через месяц здесь бы собрались все члены охотничьего отряда, и погибло бы куда больше людей», с кривой улыбкой сказала женщина в черном. «Это правда. Интересно, откуда взялось это чудовище?» «Оно не похоже на морское чудовище», пробормотала Цинся про себя, нахмурив брови. Замешательство мелькнуло на лице ее спутницы, и она, естественно, тоже не знала ответа на этот вопрос. После того, как две женщины ушли, летающие мечи Ханьли продолжали дробиться на все меньшие и меньшие части невидимой силой, выпущенной крыльями мотылька. Однако Ханьли просто смотрел с холодной улыбкой на лице. Этот монстр находился на поздней стадии пространственного закаливания, и его способности тоже были довольно мощными, но Ханьли совершенно этого не боялся. В конце концов, он шел по пути двойной культивации и культивировал первозданное истинное дьявольское искусство до второго слоя, а также обладал несколькими безумно мощными способностями. Таким образом, он немедленно сделал печать заклинания руками, и его тело вспыхнуло ярким золотым светом, а затем у него над головой появился золотой нимб. Внутри ореола постепенно появлялась проекция с 3 головами и 6 руками, и каждая из его 6 рук создавала различную печать заклинания. Ханьли тихонько вскрикнул, и золотая проекция замахнулась всеми 6 руками в сторону гигантского мотылька. С оглушительными ударами и из ладони проекции вырвались 6 столбов золотого света толщиной с большие чаши.
Столбы света пронзили искривленное пространство впереди и собирались атаковать массивное тело мотылька, как вдруг неожиданно развернулся странный поворот событий, гигантское тело мотылька внезапно расплылось, и 6 столбов золотого света отклонились от своих первоначальных путей, таким образом скользнув мимо мотылька, не попав в цель. Хань Ли дрогнул при виде этого, но тут же вытянул вперед свою угольно-черную руку. Огромное пространство серого света немедленно вырвалось из кончиков его пальцев, образуя серый световой барьер, неистово устремившийся к гигантскому зверю. Эссенция божественного света продолжила расширяться, поднимаясь по воздуху, и быстро охватила практически все небо. Такая крупномасштабная атака встревожила даже чудовищного мотылька, и его зеленые глаза вспыхнули ярким светом, направив все невидимые колебания своих крыльев навстречу серому свету. Серый свет и невидимая рябь с грохотом столкнулись между собой и, казалось, были равны по силе, поскольку их столкновение привело к полному тупику. Хань Ли изменился в лице при виде этого и слегка согнул 5 пальцев на своей угольно-черной руке. Внезапно в сером свете появилась черная тень, за которой, казалось, из ниоткуда появилась небольшая черная гора. Затем небольшая гора расширилась с угрожающей скоростью, достигнув размера более 10 тысяч футов всего за несколько мгновений. Это была не что иное, как гора эссенции божественного света, гигантский мотылек сначала дрогнул от вида горы, но затем сразу же испустил громовой рев. Невидимая рябь, мчащаяся в воздухе, внезапно слилась воедино, образуя полупрозрачный столб света, видимый невооруженным глазом, который в следующее мгновение устремился прямо к нижней части массивной горы. Эта невидимая рябь могла измельчить летающие мечи Хань Ли, поэтому нетрудно представить ее разрушительную силу, когда она была сконденсирована в один столб света. До слияния с этими странными каменными блоками гора эссенции божественного света, возможно, не смогла противостоять этому столбу света, но теперь гора стала невероятно плотной. Гора вспыхнула серым светом, и столб света с грохотом врезался в нее. Однако столб света был не в силах оставить ни единой царапины на горе. Гигантский мотылек был ошеломлен произошедшим, не веря своим глазам. Напротив, Хан Ли оставался совершенно невыразительным, как будто он этого заранее ожидал. Он быстро сделал печать заклинания руками, и гора рухнула с разрушительной мощью. Огромный мотылек все еще создавал невидимые волны своими крыльями, но эти волны с легкостью были сметены огромным весом и мощью горы эссенции божественного света. Как только черная гора собиралась раздавить огромного мотылька, ее голова льва внезапно расплылась, превратившись в гигантскую змеиную голову с закрытыми глазами. Затем зеленая змеиная голова резко открыла глаза, обнажив пару мерцающих золотых зрачков. С ледяным выражением на лице змея оценила приближающуюся черную гору. Из ее рта вырвалось жуткое шипение. Пока она продолжала размахивать крыльями, клубки серого порошка внезапно начали проникать в воздух, полностью окутывая и скрывая тело монстра внутри. Казалось, он готовился раскрыть какую-то мощную способность. При виде этого на лице Хань Ли мелькнуло холодное выражение, и он резко сделал печать заклинания, после чего черная гора ускорилась в спуске, мгновенно накрыв мотылька.